Всем привет, я Ева Эльфи, и вы снова на моем канале. Сегодня мы, конечно же, поговорим о сексе. А почему? Потому что я хочу, чтобы ты совершенствовался в этом нелегком деле. Тема сегодняшнего ролика – это топ ошибок, которые совершают парни во время секса. Потому что идеальный секс, он где-то далеко. И, кстати, если ты не видел мой ролик про идеальный секс, где порноактрисы рассказывают о своем опыте, посмотри вот здесь. Первая и самая популярная ошибка, которую допускают парни во время секса, это опустить прелюдию. Это самая неотъемлемая часть секса. У девушек все по-другому работает, не как у вас, парни. Вы можете сразу начать, конечно же, а у девушек, к сожалению, по-другому. Парни, даю вам совет, начните аккуратно и потихоньку, начните с прикосновений, с поцелуев, а дальше уже переходите к более откровенным прикосновениям. Трогайте нежно грудь, также ягодицы. Девушкам это очень нравится. Не бойтесь делать это долго и медленно. В любом случае, не забывайте, что без прелюдий вам не видать идеального секса. Девушкам нужно морально подготовиться к сексу. Она должна возбудиться и чувствовать желание как от парня, так и от себя. Конечно, если ты привык смотреть порно середины, тебе покажется это странным. Но не забывай, все, что происходит в начале твоих любимых роликов, очень важная часть. Здравствуйте! Сантехника вызывали? И мое домашнее задание для вас, парни, посмотрите порно, хотя бы пару роликов с самого начала. Вторая ошибка, которую допускают парни, это заниматься сексом без презерватива. Я сначала хотела поставить этот пункт в конец, но подумала, что у нас же с вами канал просветительский, так что я напоминаю вам, что заниматься сексом нужно только с презервативом. Даже если вы хорошо знаете человека, но вы не видели его справку, я вам рекомендую заниматься сексом с презервативом. Не смей заниматься сексом без презерватива с партнером, которого ты мало знаешь. Во-первых, это убережет тебя от нежелательной беременности. И не надо строить из себя героя и думать, что ты сможешь вытащить вовремя. Иногда это не работает, ребята. Сперма может выделяться и во время полового акта. Совсем маленькие капельки будет достаточно, чтобы девушка забеременела. Во-вторых, это все-таки твое здоровье и безопасность твоего партнера. Я только напомню, что Россия заняла лидирующее место в 2017 году по зараженным ВИЧ. И это серьезная статистика. Если не веришь мне, можешь посмотреть фильм Дудя. Вот если вы сейчас думаете, нахрен я выключу этот выпуск, потому что это не про меня, но это конкретно про тебя. Вот конкретно про тебя. И не надо думать, что ВИЧ могут подхватить только гомосексуалисты. Больше половины случаев приходится на гетеросексуальные контакты. Пожалуйста, помните о своей безопасности и не нужно обижаться на девушек, если они вам отказывают заниматься сексом без презерватива, потому что это их безопасность и ваша в том числе. Третья ошибка, которую допускают парни, это отвлекаться во время секса. Что, спросите вы? Да-да, это я вам. Вы часто отвлекаетесь во время секса на свои гаджеты. Мы очень сильно к ним привыкли, но помните, что секс все-таки важнее. Ну, конечно, кроме тех случаев, когда у вас есть секс-игрушки, управляемые с телефона. Конечно, я и сама не без греха. Любители моих работ на другом канале знают, что я настолько сильно увлекаюсь играми, что даже секс не может меня отвлечь. Я с головой проваливаюсь в мир виртуальных развлечений, а теперь мне стало еще сложнее, ведь на андроидах появился проект Black Russia. Это полноценный ММО про Россию на твоем телефоне. Да-да, теперь криминальная Россия доступна на смартфонах под управлением Android, где тебя ждут реальные машины, кровавые разборки с конкурентами, возможность выбрать одну из множества доступных профессий и, конечно, родные просторы, знакомые каждому из нас. Ничто не ограничивает вас в выборе занятий. Становитесь полицейским и гоняйтесь за преступниками. А если вы так же, как и я, выросли на окраинах рабочих районов, стройте свою криминальную карьеру. Душа не лежит к опасным занятиям? В игре есть множество мирных профессий, список которых постоянно пополняется. Например, недавно в игру добавили профессии кладоискателя и автоугонщика. Поднял бабла, гульни в казино вместе с девчонками и потрать честно заработанные денежки на одну из множества реальных моделей машин, которые скоро можно будет тюнинговать. Я не устаю поражаться тому, как стремительно развивается мобильный гейминг. Уже сейчас мы можем играть на наших мобилках в игры такого размаха,
Хотя еще вчера мы даже не могли себе такого представить. Играйте на мобильных телефонах с тысячами игроков из нашей необъятной родины. Совершенно бесплатно по моей ссылке в описании. А по моему промокоду Pornhub ты получишь 15 тысяч внутренней валюты, которая поможет тебе занять свое место в суровой иерархии криминальной России. Все подробности находятся в описании. Но помните, не отвлекайтесь на игры во время секса. Четвертая ошибка – бояться чего-то попросить или спросить. Хочешь сменить позу или тебе что-то не нравится во время секса? Может быть, девушка не так делает минет? Скажи ей об этом, не бойся, это нормально, когда партнеры говорят о своих желаниях. Проговаривать свои желания нормально, естественно и не стыдно. А говорить, когда вам что-то не нравится, правильно и хорошо. Запомните эту важную мысль. Конечно, я понимаю, что не всегда легко говорить о своих желаниях, но поверьте, возможно, вашему партнеру даже понравится, когда вы будете говорить, чего вам хочется, и будете немного им управлять. Возможно, это превратится в какую-то маленькую игру. Конечно, также тобой может управлять стеснение или страх обидеть своего партнера, но поверьте мне, это нормально, и если вы этот страх преодолеете, то это благополучно скажется на ваших долгосрочных отношениях и на качестве секса. Однако помните, что это работает в обе стороны, и из этого вытекает наша следующая ошибка. Пятая ошибка – не слушать своего партнера. Помните, что если партнер вам может сделать замечание, так и вы можете сделать ему и сказать, что вам хочется. Ваша задача – прислушаться и подстроиться под своего партнера. Помните, что секс – это обоюдное желание двух людей, и над ним нужно работать двоим. Шестая ошибка – это что многие парни принуждают девушку к минету. Поверьте, я знаю очень много девушек, которые никогда в своей жизни не делают минет и даже своему парню. И это, я считаю, нормальным. У каждого есть свои принципы, и их нужно уважать. Хуй сосешь? Сэр, никак нет, сэр. Херня, спорю, ты можешь высосать мяч для гольфа через поливочный шланг. Сэр, никак нет, сэр. Также не стоит брать девушку за голову, как в порно, и принуждать ее к минету. Так работает только в порно. В жизни девушки часто этого не любят, потому что это грубость. Не надо делать так, парни. Парни, мы обязательно вам сделаем минет, во-первых, если мы любим его делать, а во-вторых, мы тоже прекрасно понимаем на уровне собственных ощущений, когда нужно перейти к минету. Если тебе так уж хочется сильно минет, то вспомни мой совет номер 3 и попроси партнера. Следующая ошибка, сформулирую ее, наверное, так: слюна – это не смазка. Очень часто бывает так, что у нас под рукой нет смазки, и мой вам совет – держите смазку в каждой комнате, как это делаю я. У меня есть и в комнате, и в зале. На всякий случай, если мне хочется заняться сексом прямо сейчас, то у меня под рукой есть смазка. Потому что не всегда у девушек вырабатывается собственная смазка. И начинать секс без вспомогательной смазки будет тяжело. Во-первых, может натереть и вам. Во-вторых, может натереть девушке. И дам вам еще один совет. Всегда лучше начинать со смазкой, потому что первое вхождение должно быть самым приятным. И девушкам нравится, например, когда в них резко входит. И вам совет: смажьте хорошенько член. Также девушкам нравится более плавное и медленное вхождение. Держите смазку рядом, чтобы это было более комфортно для вас и для нее. Восьмая ошибка – это принуждать к анальному сексу. Ох, ребята, я знаю, что вы много смотрите порно, но в жизни, к сожалению, это так не работает. И тема анального секса – это большая, закрытая тема для всех. И я думаю, может быть, создать ролик на эту тему. Если вам интересно, пишите в комментариях. И специально для вас я приглашу специального гостя, который вам расскажет о секретах анального секса. Начнем с того, что анальный секс – это процесс непростой. К нему нужно быть готовым как морально, так и физически. Есть пару советов для девушек, так и для парней. Нужно подготовиться физически, можно использовать игрушки или пальцы, поэтому, парни, если вы хотите заняться с девушкой анальным сексом, подготовьте ее и себя тоже, как морально, так и физически. В первом случае вы рискуете наградить своего партнера кучу комплексов, с которыми потом им будет тяжело жить и бороться. А во втором случае просто можете сделать какую-то травму, и потом придется идти к врачу и лечить свою сладкую попку. Кстати, не забывайте о здоровом отношении к партнеру. Если вы просите девушку об анальном сексе, то подумайте, что принимающей стороной можете стать и вы. Вот это поворот!
Финальная ошибка – это быть грязнулей. Если вы знаете, что сегодня вас ждет секс, то сходите в душ, помойтесь, побрейтесь, приведите себя в порядок, ведь нет ничего лучше, чем вкусно пахнущий и чистый партнер. Если ты не любитель чистоты, то немного эгоистично ожидать другого от партнера. Если у тебя у самого заросли, то не смей жаловаться на девушку, если она где-то не побрита. Мотня а-ля 70-е, прикол. Что же, это были самые популярные ошибки, которые совершают парни во время секса. Пишите в комментарии, сколько вы совершаете ошибок за один секс. А если вам интересна тема анального секса, тоже пишите в комментариях, и я обязательно позову эксперта на эту тему. Ну а с вами была я, Ева Эльфи. Получайте правильное сексуальное образование вместе со мной. До новых встреч!